Sky News. Сегодня новости, завтра история. Hey, Let's Play с вами, и это Sky News. Ева, моя любимая Ева. Я надел вашу любимую космическую пижаму, а это значит, что выпуск для вас. И он особенный, ведь львиную часть сценария мне помог подготовить мой давний соратник и коллега Бардав. Спасибо. Ваши угрозы снять плюсы сработали, а теперь возвращайте. Я серьезно, возвращайте. А с нас ролики. И не забудьте свои лайки, дизлайки и комменты, ведь ваше мнение очень важно для нас. Прошу также обратить свое внимание на новую донатную ссылку, которая расположена прямо под этим видео и ждет самых неравнодушных. Эй, парень, хочешь вступить в корпорацию, где играют не только парни и не только ради игры, а ради дружбы и общения? Как раз такая сегодня у нас в спонсорах. Nods – это больше, чем группа игроков. Это семья. За плечами у них большой опыт совместной игры. Если бы у нас было всего 3 слова про этих ребят, мы бы сказали так: семья, взаимопомощь и зайди к ним в Discord. Супер развитое производство, обеспечение пилотов всем необходимым, выдача и восстановление КТА кораблей. И, конечно же, самый милый лидер нового демо Мама Панда. Ладно, вы все тут самые-самые. Просто иди сейчас к ним в дис. Ссылку ты найдешь под этим видео. И убедись во всем сам. Скорее! ГГВП и РМ. Итак, к новостям. 25 января у военно-начальника Альянса РМ Хираина прошел день рождения. Прошедшим, старина! Наша редакция желает тебе еще больших свершений, конечно же, если это входит в твой план. Этим же днем альянсы ГГВП и РМ объединились в единую силу под флагом РМ. В тот же день силы объединившихся союзников прошлись роумом по вражеским территориям, нанеся ущерб на 80 миллиардов иск за 4 часа. Новое образование заняло регионы Кетч, Кэш и Квэриус, буквально выдавив оттуда всех соперников и конкурентов. Если драки не избежать, бей первым. 26 февраля флот РМ из 10 мочалок прибыл на арморный реинфорс цитадели Буб в регионе Фонтейн, на что противник сформил около 80 кораблей различного класса. После нескольких неудачных попыток продавить силы оппонента, РМ приняли решение уйти в лог-офф. В это время один из пилотов Фред оказался неподалеку и, увидев все действия, внезапно предложил РМ свою помощь, на что последние вежливо согласились. Каково же было удивление РМ, когда всего через 2 минуты, как в самых лучших роликах по EVE Online, грид засветился. Засветился от варпов капитальных кораблей. Их было не меньше 15. Дискорд взорвался в ликовании. К сожалению, нам не удалось раздобыть аудиозапись, но поверьте на слово, это было нечто. Далее последовало уничтожение флота защитников ценой одного капитального корабля. Залогинившийся флот мочалок ВЛТ продолжил уничтожать броню цитадели под прикрытием союзных кораблей. Причиной упреждающего удара против Альянса БУБ послужила информация о попытке БУБ создать антикоалицию против объединения РМ и ГГВП. Восток – дело тонкое. Хорошая новость. Нам удалось наладить связь с OG и задать им несколько вопросов по минувшей войне с их давними друзьями РМ. Наш вопрос: как так вышло, что дружба с РМ вылилась в крупную войну? Ответ: OG всегда были сконцентрированы на игре от обороны. Мы понимали, что не сможем долго удерживать Кетч, не имея там локальных сил. Также мы не имели никаких претензий на территории в Кетч, а работали скорее над присоединением коалиции Кетч-22 к OG. Это были условия, на которых мы им помогали. Цели РМ же, напротив, были территориальными. И обе стороны получили от войны то, что хотели. 60% C-22 перешли в OG и переехали в Wicked Creek, а РМ теперь контролирует Кетч. Какой статус отношений у вас с РМ сейчас? У РМ и OG похожи интересы, это безопасный Восток, но мы не сходимся во мнении, как лучше этого достигать. В ходе минувшей войны РМ сотрудничали с альянсами ААА и ГГВП, чтобы очистить Кетч от Си-22, а OG сотрудничали с РИП, чтобы эскалировать конфликт и слиться с OG. Наши намерения заключались в мирном распределении территорий между РМ и OG в Кетч. Однако ААА и РИП отказались идти друг другу навстречу. РМ и OG были вынуждены вступить в прокси-войну, поддерживая каждую из сторон.
Все боевые действия велись в регионах Кэч и Квэриос. Сражения не затрагивали территории OG и RM. RM и OG – давние союзники, и мы оба считаем друг друга друзьями до сих пор. Мы оба получили то, что хотели, и получили от этого удовольствие. Сумма нанесенного ущерба и потери. OG нанесли RM и ААА урона на 229 миллиардов иск, при этом RM и ААА нанесли OG 292 миллиарда урона в иск. Большинство потерь OG — это бывшие корпорации C-22 в Кэч, особенно их боссы. No, please stop. Альянс No снова бьет свои рекорды. За последние 30 календарных дней они умудрились настрелять более 5 триллионов иск. Также недавно был завершен контракт в регионе Омест против SCG, сумма которого составляет 100 миллиардов иск. Заказчик аноним. Тайна, покрытая мраком. В начале февраля состоялась крупная битва, где No схлестнулись с SCG, OG, Void, F2 и NEC в регионе Тенерифис. 120 храбрецов против 400 оппонентов. Наемниками было убито 5 капиталов и цитадель, а общий нанесенный ущерб составил около 450 миллиардов иск. Иначе как резней эту битву не назвать. Прямо сейчас за моей спиной вы видите кадры с места событий. Ссылку на полную версию ищите в подсказках на экране. Федерация Генезис. Война Федерации Silent и Генезис, которую условно можно назвать третьим этапом Первой новой Эдемской войны, завершилась 6 февраля. Спустя несколько месяцев сражений настал период сложных дипломатических переговоров, в ходе которых был достигнут пакт о ненападении на структуры. Все решилось за сутки. Главные причины этого шага – 80 прыжков, разделяющие оппонентов. Тем временем No начали воевать с SCG, разделив их по разным частям региона Омест. На данный момент большинство систем SCG пустуют. Эти ребята уже давно друзья для Генфед, хоть и были в прошлом то серыми, то красными. Генфед называет минувшие сражения с SCG дружескими. Также нам удалось получить несколько комментариев от Мамы Рекс, бессменного лидера Федерации Генезис, о переходе 8 корпораций SCG в Генфед. После событий в Омест SCG обратились к Маме, пояснив, что лидер их альянса ушел из проекта, и им нужна помощь в организационных вопросах. Они были готовы и дальше сражаться, поэтому Мама приняла их в Федерацию. Федерация Silent. Отмечу ключевые события, которые начали происходить сразу после нашего последнего выпуска новостей. 20 января произошла битва в системе К4 регион Квэриос, в ходе которой была уничтожена цитадель Генфед, принадлежавшая корпорации Crimson Empire. Локал был около 300. 25 января состоялась полуторачасовая битва, которую просто невозможно не упомянуть. Локал в пике достигал 350 пилотов. Это сражение принесло Федерации Silent самое дорогое убийство среди цитаделей. Внимание на экран. Потери Сайлентов оказались значительными. Вы спросите меня, почему же снова наступление на юг? Дело в том, что когда Генфед атаковал Федерацию Silent, Happy Beast сносили посы и ставили таймеры молчунам в Pure Blind, а TSC активно помогали Генфед энтозить цитадели северян. TSC и Happy Beast неоднократно получали предложения о перемирии на условиях Федерации Silent. Условия были просты – Генфед должен был стать серым, однако каждый раз они давали отказ. 2 февраля флот Федерации атаковал цитадели Генфед на юге, регион Period Basis. Защитников было около 200, итог 3 уничтоженные цитадели Генфед за день. Что было далее, вы знаете из блока выше, официально война окончена. На данный момент, пока нет крупной войны, Федерация Silent занимается развитием новичков. А сейчас я расскажу вам о камикадзе здорового человека. Альянс Саку, состоящий из японских игроков, объединившись с No Please Stop, напали на Альянс SCG. Регулярные нападения Саку привели к тому, что 8 корпораций покинули Южную коалицию и перешли в Генфед. Затем, воспользовавшись временным перерывом в боях с китайскими игроками, японские пилоты обратили свое внимание на Альянс Void, после чего одна из корпораций Альянса Void перешла в Федерацию Silent. После данных событий Саку вернулись к SCG, объединившись с Bot-5. Битвы продолжаются, ждем новостей с полей сражений. И еще немного о самоубийственных миссиях. Корпорация ZRQ нашла себе личный челлендж – уничтожение КБТ кораблей. На их счету уже более 19 капиталов. Ссылки на Reddit и видео уничтожения 2 КБТ РМ ищите в подсказках на экране.
Лайк, подписка, колокольчик, сделай это. А на сегодня все. Присылайте новости мне в Discord. Больше контента, богу контента.